Пьянство – это миллионы погубленных рабочих часов, распавшиеся семьи и искалеченные судьбы. По судебной статистике, около половины всех преступлений совершается в нетрезвом состоянии. Партии и правительства наметили ряд решительных мер, чтобы искоренить это позорное явление. Особую роль в борьбе с пьянством и алкоголизмом играют трудовые коллективы и общественные организации. Нетерпимость к нарушителям трудовой дисциплины, крепкое рабочее товарищество – вот атмосфера, в которой нет места алкоголизму и пьянству. Но залог по-настоящему эффективной воспитательной работы с пьяницами – это постоянное взаимодействие общественности и милиции. В городе Курске работники милиции, помимо выполнения своих основных функций, принимают участие в осуществлении комплексной профилактики пьянства. После выхода нового законодательства милиция стала шире использовать свои права, активнее привлекать общественность для того, чтобы оградить людей от пагубных последствий злоупотребления алкоголем. Такие совместные мероприятия теперь проводятся здесь регулярно. В них участвуют дружинники и работники областного телевидения, создатели сатирической передачи «Не криви душой». С лицами, пьющими в рабочее время, через телеэкран познакомится вся Курская область. Но прежде всего нарушители будут доставлены на родное предприятие. И опускать глаза от стыда перед товарищами по работе придется не только им, но и их непосредственным руководителям. Как могло произойти так, что ваши рабочие распивали спиртные напитки в рабочее время? Даже не могу себе представить, как это могло случиться. Что вы можете сказать для телепередачи «Не криви душой»? Ну, что я могу сказать? Впредь могу только пообещать, что случай этот больше не повторится. Используя гласность, средства массовой информации, милиция намного повышает действенность профилактических мер. Молодых активистов инструктирует старший инспектор по профилактике, капитан милиции Грушевский. При содействии милиции на предприятиях созданы комиссии по борьбе с пьянством. Главная опора таких комиссий – молодежь. Алкоголизм не существует сам по себе. У него есть причины – социальные, психологические. Борьба с этим явлением сложна. Она требует определенных знаний, терпения, опыта работы с людьми. Работники милиции Курска помогают антиалкогольному активу овладеть всеми тонкостями практики перевоспитания. Слушается дело о систематическом пьянстве рабочего нашего цеха Павлова Ивана Егоровича. Материалы поступили от администрации цеха и от жены Павлова, Павловой Ирины Ивановны. Слово представляется жене Павлова, Павловой Ирине Ивановне. Не буду я говорить. Пусть он сам скажет. Сама, что ли, не знаешь? Ну, раз друзья пришли там, два друзья. Ну и пошло. Простите. Но в последний раз. Простите. Да что вы ему верите? Не справится он! Детей Одна из самых сильнодействующих акций – товарищеский суд коллектива. В подготовке и проведении товарищеского суда также большую помощь оказывает милиция.
515, я Донец, прошу на связь. Я 515, нахожусь на улице Дзержинского. 515, вам необходимо проехать. Непростая задача. Переубедить человека, вставшего на путь падения, заставить его остановиться у роковой черты. Но намного труднее спасти того, кто окончательно утратил контроль над собой, чей организм уже отравлен алкоголем, а психика нарушена. Милиция города Курска организовала крупный, хорошо оборудованный центр профилактики пьянства. В этом проявилась забота о человеке, столь характерная для нашего общества. Сотрудники центра не ограничиваются только помещением пациента вытрезвить. Даже того, кто попал сюда впервые, берут под постоянную опеку. В отдельных случаях, когда у доставленных в Центр профилактики пьянства нет документов, их снимают на видеокассету. Как ваша фамилия? Отныне будет делаться все возможное, чтобы спасти оступившегося члена общества, вернуть ему здоровье, ясный ум, способность к труду. Для этого собрана в профилактическом центре обширная картотека. В ней сведения о лицах, подверженных алкоголизму и имеющих пристрастие к спиртным напиткам. Картотека поможет не только работникам милиции, но и наркологам больниц, администрации предприятий, комиссиям по борьбе с пьянством, товарищеским судам и другим общественным формированиям. Давайте познакомимся. Капитан милиции Грушевский Вячеслав Николаевич, старший инспектор по профилактике. Здесь присутствует заведующий наркологическим отделением завода КЗТЗ Поляков Евгений Анатольевич и заведующий наркологическим отделением кожевенного объединения Басов Александр Борисович. Горбулин, почему вы вчера выпивали? Да просто захотелось. За компанию. И много вчера выпили? 2 бутылочки вина выпил. Сами, да? Да. Как отражается на производственной деятельности на вашей выпивке? Да я после работы пивца выпил добыть. Ну, утром же вы приходите на работу с похмелья, видимо. Ну, это конец работы, это суббота, то есть пятница. И как получилось, что вы начали выпивать? Брата в армию проводил, я немножко выпил. И мне сердце больное, во-первых. На проводах в армию? Да, да. Как к вашему пьянству относятся ваши близкие, семья? А что, я пью, что ли? Вчера я хотел уехать в Златухинский район, мы там по договору работаем. На прощание выпил и попал сюда. Тесное сотрудничество хранителей порядка и медиков приносит заметные положительные результаты. За кажущейся простотой разговора глубокое, всестороннее изучение состояния каждого больного. Как вы себя чувствуете? Очень плохо. Скажите, вы можете не пить? Не пить я уже не могу. Лечиться хотите? Я уже лечился. Но ведь вас же предупреждали, что нельзя ни капли спиртного. Вам немедленно надо лечь в наше отделение. Ведь у вас же семья, дети. Ну так что, придете? Приду, доктор. Приду. Имеются ли претензии? Может, кто-то считает, что попал сюда незаслуженно? Товарищ капитан, честное слово, я больше никогда не буду пить эту водку. Не хочу. Я живу с одним братом, не буду, честное слово, поверьте, пожалуйста. Не знаю, меня можно было и не брать вытрезвить. Мы с ребятами шли с работы. Бутылочку взяли. Ну, 2.
Пивка потом. У меня можно было и не забирать, я сам шел. Конечно, не заслуженно. Где ж тут заслуженно? Что я такого сделал? Ну, шел я выпивший, естественно. Сел на лавочку, заснул, а проснулся. Зачем это все тут? Так вы считаете, что вчера были трезвыми? Нет, я выпивший был, но пьяным не был. Чуть-чуть, совсем немножко. Сейчас мы проверим. Врачи и воспитатели используют строго индивидуализированные средства воздействия. Кому еще требуется доказательство? Предупреждаю, еще раз попадетесь, покажу всему вашему коллективу в день профилактики. А если еще раз, то передам на телевидение для передачи «Не криви душой». Согласно указа Президиума Верховного Совета РСФСР, а 16 мая 1985 года к вам будут применены меры административного воздействия. Штраф в отделении милиции от 20 до 30 рублей. Если попали вторично, штраф от 30 до 50 рублей. Но это еще не все. На работе вас могут полностью или частично лишить премии, вознаграждений по итогам годовой работы предприятия, льготных путевок. Вам могут перенести очередность на получение жилой площади. Каждый рабочий день мы начинаем с посещения медицинского вытрезвителя. Здесь мы осматриваем всех поступающих сюда. Если у человека обнаруживаем признаки хронического алкоголизма, таких направляем на стационарное лечение. Но не все больные нуждаются в стационарном лечении. Если, скажем, у него имеются начальные признаки алкоголизма, таких больных мы направляем на амбулаторное лечение. Эта женщина обратилась к наркологу по совету инспектора Центра профилактики Ирины Михайловны Бекетовой. Ирина Михайловна известна в городе добрым влиянием на своих подопечных. Многие благодарны ей за вовремя поданную руку. По инициативе милиции в Курске открыт ряд наркологических пунктов и стационаров. Перед нами стационар большого предприятия. У всех его пациентов диагноз один – хронический алкоголизм. Но лечение здесь не совсем обычное. Днем эти люди трудятся бок о бок с остальными рабочими. Опыт показал, в крепком коллективе куда быстрее происходит то, что медики называют социальной реабилитацией, возвращение к нормальной жизни. Пока в человеке есть хоть проблеск сознания, надо терпеливо бороться за его место в обществе. Как вы теперь себя чувствуете? Я чувствую себя сейчас превосходно. То-то я говорю, врагу не желаю того, что было со мной, когда я выпивал. На работе все хорошо? И на работе все отлично, и в семье, и в обществе, и в коллективе. Но вы знаете, что через 2 месяца мы вас будем снимать с учета. Я в курсе. Ведь уже 5 лет в сентябре будет. Да. Я думаю, я последний раз мы встретимся с вами. Разговор, вернее, будет насчет этого. План на будущее. Вообще в рот спиртного не брать. Ни капли. Ни капли. Вот это правильно. Но вы же знаете, что если вы хотя бы выпьете кружку пива, стакан вина, вы опять сорветесь, опять будете пить запоями. Нет, этого больше не повторится. То есть, откровенно, положа руку на сердце, кроме неприятностей, водка вам ничего не принесла. Так, да? Да. В настоящее время я чувствую себя очень прекрасно. В семье очень рады даже все абсолютно, и мать, и жена, и дети. У вас сколько детей у вас? 4 детей. 4 детей. Все мальчики ребята. или девочки? Все ребята. Все ребята, Да. сыновья. Все сыновья. Ведь им пример нужно показывать хороший, поэтому Ну, конечно. надо себя держать. И думаю, что после этого у меня не будет неприятностей
как говорится, но ошибка учимся. На всех видах городского транспорта Курска установлены проблесковые маяки. Если среди пассажиров появится пьяный или правонарушитель, водитель включит маяк, и нарушитель общественного порядка будет немедленно задержан. Но все реже и реже на улицах города зажигаются тревожные огни. Милиция вместе со своими многочисленными помощниками прилагает все силы, чтобы завершилась победой борьба трезвости против пьянства.